Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень интересный и несложный мотивчик крючком. При желании его можно превратить либо в большой коврик, наволочку, либо же из мотивов большего количества, то есть там 10, 20, 50, связать плед, покрывало или любую другую вещь для дома. Для вязания буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте приступим к нашему вязанию. Начинаем вязание нашего мотива с кольца амигуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика. Делаем еще один оборот. Вот здесь у нас получается такой крестик. Теперь между двумя ниточками заводим крючок, захватываем петлю и снимаем с пальчиков. Теперь провязываем 2 воздушные петли, которые соответствуют первому полустолбику с накидом, и провязываем еще 2 воздушные петли, как 2 промежуточные. Теперь делаем накид и в колечко вяжем второй полустолбик с накидом. То есть первый это наши вот эти воздушные петли. Дальше опять 2 воздушные петли, провязываем третий полустолбик с накидом, 2 воздушные, четвертый полустолбик с накидом, 2 воздушные, пятый полустолбик, 2 воздушные, шестой полустолбик, 2 воздушные, седьмой полустолбик, 2 воздушные, восьмой полустолбик, затягиваем колечко, провязываем 2 воздушные петли и теперь здесь находим 1, 2, вторую петельку. Стараемся, смотрите, вот видите, у нас лицевая сторона петли, чтобы провязать под одну половиночку и под вторую соединительную. Следующий ряд также будем вязать этим же цветом, переходим в соединительное, в первый промежуток. Теперь вяжем 1 воздушную и сюда же, в этот же промежуток, вяжем столбик без накида. Теперь в следующий промежуток, вот сюда, вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Дальше 2 воздушные. И теперь сюда же, в этот же промежуток, 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь в следующий промежуток столбик без накида. В следующий вяжем вот такую вот связочку, как мы вязали, 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Следующий промежуток столбик без накида. И вот так вот с вами чередуем столбик без накида, а в следующий промежуток 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Потом опять столбик без накида. Вот так вот чередуем, провязываем до конца ряда. Дошли до конца ряда, находим первый столбик, вершинку, и соединительной присоединяемся. 1 воздушная и обрезаем ниточку. Берем следующий цвет, провязываем воздушную петлю, затягиваем ее и находим уголок, любой. Давайте начнем вот с этого. Сюда заводим крючок, вытаскиваем и провязываем. Теперь смотрите, у нас идет 3 столбика с накидом следующие. Мы поворачиваем их изнанкой к себе. Вот видите, у нас есть 2 половинки петли, там и там. А вот сзади, вот здесь вот, есть вот такие вот полосочки. Вот они. Вот за них мы сейчас с вами будем вязать. Надеюсь, то, что видно. Вот, видите? Вот половинка остается с лицевой стороны, мы ее не трогаем. А вот она, петелька сзади.
провязываем раз столбик без накида. Вот следующая петелька, идем назад, смотрим, вот она полосочка, 2 столбик без накида и 3 столбик без накида. Видите, у нас получается, что вот эти вот цепочки, они у нас не тронуты. Дальше провязываем 2 воздушные петли. И смотрите, опускаемся, вот наш столбик с накидом, раз, вот 2. И вот сюда, вот таким вот образом. Вот видите, вот здесь был столбик без накида. Сейчас, секундочку. А мы вот так вот видите, как крючок заводим. И соединительной присоединяемся. И теперь переходим, вот, видите, пропускаем столбик без накида и соединительной переходим сюда. Провязываем 2 воздушные. Вот что у нас получается. И дальше мы вновь с вами видим наши 3 столбика с накидом. И опять находим, вот наши лицевые петельки, 2 половинки остаются свободными. Мы находим вот задние ниточки и провязываем раз столбик без накида, 2 столбик без накида и 3 столбик без накида. Теперь там, где угол, мы провязываем в уголок столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. А теперь будем повторять нашу вот эту сторону. Давайте вместе еще раз провяжем. Вот у нас есть лицевые петельки. Мы их не трогаем, мы идем назад. И сзади у нас вот они, полосочки. Мы за них вяжем. Провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Вот эти вот лицевые петельки остаются целенькими. Теперь провязываем 2 воздушные петли, опускаемся вот сюда, вот где у нас был столбик без накида, вот здесь вот промежуток у нас есть, вот сюда, вот так вот. И соединительной присоединяемся. Теперь находим после столбика без накида промежуток и также сюда соединительной присоединяемся. Провязываем 2 воздушные. И у нас опять идут наши 3 столбика с накидом. Лицевые вот эти верхние петельки не трогаем, находим задние вот эти наши полосочки. И провязываем с вами первый столбик без накида, следующую петельку второй столбик без накида и третий столбик без накида. И мы с вами дошли до угла. И опять в уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. И дальше узор наш повторяется. Я надеюсь, что все было видно и все было понятно. Именно в вязании вот этих вот наших галочек. Провязываем так до конца квадрата. Дошли до конца ряда и в уголок провязываем столбик без накида, 2 воздушные. И теперь в наш вот этот вот первый столбик, в вершинку соединительной присоединяемся. Смотрите, можем набрать либо 3 воздушные, которые будут нам служить первым столбиком с накидом, либо же провязать столбик с накидом вот таким образом, вытянуть немножечко петельку, придерживаем ее пальчиком на крючке, делаем оборот, вытаскиваем петлю и провязываем 2 петельки вместе. Тут кому как больше нравится. Это наш первый столбик с накидом, вот в этом нашем столбике первом. Теперь в следующую петельку желтого цвета провязываю второй столбик с накидом, следующую петельку третий, следующую четвертый. Теперь находим, делаем накид на крючок и находим нашу вот эту вот петельку белого цвета, которая вот между нашими 2 столбиками. И в нее мы с вами будем провязывать патентный или удлиненный столбик, другими словами. То есть провязываем 1, 2 и 3.
Теперь находим с вами вот первую нашу петельку, да, вот, которая над нашим первым вот столбиком белым. Вот она желтенькая. Провязываем в нее столбик с накидом. Первый. Следующую петельку второй. Следующую третий. А четвертый столбик вяжем уже вот в этот вот столбик без накида, который мы вязали в уголок. Провязываем один столбик с накидом. Теперь нам нужно оформить угол. Угол оформляем столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же столбик с накидом. И теперь будем повторять точно так же, как вязали эту сторону. То есть провязываем. То есть, видите, в уголок у нас уже. Уголок мы провязали. И один столбик еще остался, который мы вязали в предыдущем ряду в угол. Вот в него мы провязываем первый столбик. Дальше у нас идет второй столбик, третий столбик и четвертый столбик. Теперь вот сюда, вот в эту петельку беленькую, провязываем удлиненный столбик с накидом. Провязываем 1, 2 и 3. Теперь находим столбик с накидом, который вязали в первый белый столбик. И в него вяжем первый столбик с накидом. Дальше в следующую петлю второй. Следующую третий. А четвертый столбик уже вяжем в столбик, который вязали в уголок. Теперь провязываем угол, столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с накидом сюда же. И начинаем опять повтор нашей стороны. Провязываем так до конца ряда. Смотрите, дошли мы с вами до конца ряда, и нам нужно провязать здесь угол. Провязываем в уголок столбик с накидом, 2 воздушные, сюда же столбик с накидом. Теперь находим с вами второй столбик, не первый, а второй, и в вершинку под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. 1 воздушная и обрезаем нитку. Берем следующий цвет. Следующий ряд начинаем с воздушной петли, которую затягиваем, находим уголок и в уголок вытаскиваем и провязываем. Теперь вновь находим с вами задние вот эти вот наши петельки. То есть вот эти вот верхние шапочки наши, верхние, должны остаться целыми. Провязываем вот 1 столбик без накида, следующую петельку 2 столбик без накида, следующую 3, 4 и 5. Теперь вяжем 2 воздушные, заводим крючок вот таким вот образом под желтый столбик наш, вот этот вот первый, вот так, и соединительной присоединяемся. 1 воздушная, находим наш второй такой столбик желтый, соединительная, присоединяемся, 2 воздушные и опять находим вот наш первый столбик с накидом и за заднюю половинку провязываем первый столбик без накида, дальше второй, третий, четвертый и 5. Дошли до угла, в уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. Теперь повторяем ряд. Точно так же за заднюю, вернее половинку нашу повторяем. За заднюю стеночку провязываем первый столбик без накида, дальше второй,
дальше третий, четвертый, пятый, 2 воздушные, опускаемся вот под первый столбик желтый, соединительная, воздушная, второй столбик желтый, соединительная, 2 воздушные, находим первый наш столбик с накидом и начинаем вязать за заднюю половиночку. Провязываем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый и пятый. И повторяем угол: столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. Оставшиеся 2 стороны провязываем по такому же принципу. Все, в конце ряда завершаем столбиком без накида, 2 воздушными и соединительной в первый наш вот этот вот столбик. Следующий ряд начинаем либо с 3 воздушных, либо формируем столбик с накидом, так как делали в прошлом ряду. То есть вытягиваем петельку, перекручиваем и провязываем столбик с накидом. Это наш столбик с накидом над вот этим вот столбиком. Теперь в следующую петлю вяжем второй столбик с накидом, в следующую третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь вот сюда вот в серединку, вот в эту вот петельку, которая посерединке, провязываем удлиненный столбик с накидом. Провязываем 1, 2, 3. И теперь начинаем вязать вот первый наш столбик зелененький, который вязали над желтым. Провязываем первый столбик с накидом, следующую петлю второй, следующую третий, четвертый, пятый и шестой. В уголок вяжем столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же в уголок столбик с накидом. И дальше все стороны вяжем по этому же принципу. В конце ряда провязываем с вами уголок, то есть столбик с накидом, 2 воздушные, сюда же столбик с накидом, находим второй столбик, не первый, а второй, и под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем нитку. Следующий ряд начинаем с воздушной петли, затягиваем ее, находим уголок, вытащили, провязали. Теперь опять будем вязать за задние половинки петелек, то есть чтобы вот эти вот 2 половинки были сверху, а вот здесь вот сзади находим петли и будем за них вязать. Провязываем первый столбик без накида, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше 2 воздушные, опускаемся к зеленому вот этому нашему столбику и соединительной присоединяемся. 1 воздушная и следующий вот он зеленый столбик, под него заводим крючок, соединительной присоединяемся, 2 воздушные и находим вот наш первый столбик, который вязали в желтый столбик с накидом. И опять за заднюю стеночку, за заднюю половиночку провязываем первый столбик без накида, дальше
второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Мы дошли с вами до угла. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, и сюда же столбик без накида. И начинаем повтор нашей стороны. Точно так же, как вязали эту, провязываем оставшиеся. Дошли до конца ряда. В уголок провязываем столбик без накида, 2 воздушные, и в первую петлю, в первый столбик соединительной присоединяемся. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных или формируем столбик таким образом, как я делала в предыдущих случаях. Так, вот первый наш столбик с накидом, в следующую петельку вяжем второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Теперь вот сюда вот в эту вот петельку, которая посерединке у нас здесь осталась, в нее вяжем удлиненный столбик, провязываем 1, 2, 3. Дальше находим первый столбик, который мы вязали в зеленый наш столбик с накидом, и провязываем в него 1 столбик с накидом, в следующую петлю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В уголок вот сюда вяжем столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. И провязываем оставшиеся стороны по такому же принципу. И завершаем ряд. В уголок провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, в уголок сюда же столбик с накидом, и теперь соединительная во второй столбик в вершинку, 1 воздушная, обрезаем ниточку. И вот такой вот мотивчик у нас получился. В принципе, его можно продолжить, увеличить. Видите, у нас как бы ряды повторяются. Одним цветом мы провязываем 2 ряда, и принцип не меняется. То есть его можно увеличить до тех размеров, которые вам необходимы. При желании, мне кажется, можно даже так коврик связать. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.